Гиены окружили старого льва, уже готовые растерзать его. Но внезапно появился тот, кого никто не ожидал увидеть. В западной части заповедника, у каменистых холмов, рейнджер Даниил завершал вечернее патрулирование. Внезапно справа раздались рев и визг. Он обернулся и застыл. Могучий лев с густой темной гривой застрял головой в развилке старой акации. Но это было не самое страшное. Вокруг него уже кружила стая из 6 изможденных голодом гиен. Они медленно сжимали круг. Вела их крупная самка с рваным пятном шерсти на боку. Именно она первой ринулась вперед и нанесла льву глубокую кровавую рану на бедре. По правилам, рейнджеры не должны вмешиваться в естественный ход дикой природы. Однако Даниил не смог остаться наблюдателем. Он рванулся вперед, выстрелил в воздух и закричал. Гиены отступили, но не исчезли. Вдруг альфа-самка метнулась к нему и вцепилась в предплечье. Даниил выстрелил почти в упор, ранив ее лапу, и только тогда стая окончательно скрылась в высокой траве. Когда вокруг стало тихо, он понял. Рация разбита, патроны закончились. Он остался один, раненый и рядом с беспомощным львом. Подойдя ближе, Даниил заметил на щеке зверя старый шрам в форме полумесяца. Именно этот знак заставил его вмешаться. 6 лет назад он сам оказался на грани гибели, случайно выйдя на путь разъяренного стада слонов. Тогда из высокой травы появился мощный лев и громким рыком отвлек животных на себя. Слоны бросились за ним, и один из бивней оставил на его щеке глубокий след. Благодаря этому Даниил тогда остался жив. Теперь пришло время вернуть долг. Он нашел прочную ветку и использовал ее как рычаг. Почти 20 минут он давил на сухой ствол, превозмогая боль в раненой руке. Наконец древесина треснула, и лев резко дернулся. Его голова освободилась. Хищник был обессилен, но все же пошел рядом с человеком. По дороге, через густые заросли на Даниила внезапно напал леопард. Однако старый лев мгновенно отреагировал. Мощным ударом лапы он отбросил хищника и прогнал его обратно в чащу. К вечеру они вышли на равнину, где находился львиный прайд. Молодой самец поднялся навстречу человеку, но старый лев шагнул вперед и закрыл его собой. Несколько напряженных секунд они смотрели друг на друга, после чего молодой лев отступил. Прайд расступился, пропуская их. У базы ветеринар Сара обработала раны льва и перевязала руку рейнджеру. Спустя несколько недель хищника выпустили в более безопасную часть заповедника. Иногда Даниил навещает его у реки. В последний раз лев лежал под раскидистым фиговым деревом. Когда человек подошел ближе, огромный зверь неожиданно тихо и протяжно замурлыкал. Совсем как домашняя кошка. За всю свою жизнь Даниил не слышал более искренней благодарности.